Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки. Новая моделька у меня. Подошва, боковые стороны. Значит, вязание я начну с мыска. Верхняя часть у меня провязана лицевой гладью, жаккардом. Далее провяжу подошву платочной вязкой, все лицевыми петлями. Остальная часть до пятки и пятка я буду вязать ленивым жаккардом. Вот такой вот выпуклый узорчик получился, очень он мне понравился. Закончу, наберу петли по верху и сделаю вот такую вот обвязку. Подойдут на размер 38, 39, 40. Если будет размер меньше, мы будем по ширине и по длине уменьшать. В процессе вязания отвязанной детали я буду измерять в сантиметрах, а также насколько уменьшить или там на большой размер прибавить, об этом я тоже буду говорить. В общем, несколько техник и методов соединила в одно, и вот такая красота у меня получилась. Значит, для вязания я взяла два цвета, вот темный и белый, темно-синий. Это у меня акрил турецкий, в 100 граммах 240 метров. Обычно 250 пишут, в этот раз почему-то 240 написано, наверное, старые запасы. Вязать буду на 2 спицах, но вообще мне понадобится 5 спиц носочных, чулочных, потому что полотно буду вязать на 3 спицах, среднюю часть, верх на 5 спицах буду обвязывать. Спицы номер 2,5 у меня. Если взять спицы номер 3, то у вас на полразмера на размер увеличится. Ну вот так вот, все остальное, все основное вроде бы сказала, а остальное в процессе вязания. Так, перехожу к вязанию. Сняла с манекена, показать вам, как выглядит вот следок. Давайте вам его сейчас сразу замеряю, чтобы иметь представление. Потом буду отдельно еще детали измерять в сантиметрах. Значит, у меня на 38, на 39 он прошел. В длину добавить, и на 40 пройдет. Значит, ширина здесь, смотрите, 10, чуть больше, да? 10,5 по мысу. До обвязки здесь у меня 8 сантиметров, но вместе с обвязкой 10. 10,5. Хотя я мерила 11 было, когда отвязывала мысок. До пятой у меня 21 сантиметр. Пускаю на растяжку пару сантиметров, даже больше, не очень хорошо растягиваются. Поэтому длину будем регулировать по своему размеру. Значит, сейчас сразу скажу, если размер 36-37, наберем по мысу и по подошве на пару петель меньше. Если 38 нога, допустим, узкая, также можно набрать на пару петель меньше. У меня мыс начинается с 13 петель. Вот он очень даже небольшой. Сейчас все равно буду отвязывать и замерять. Значит, начинаем вязать. Много не говорить. Набираю 13 петель обычным способом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. И первый ряд провязываем все лицевыми петлями. Это у нас будет изнаночная сторона. Сейчас провязываю первую, тоже провяжу я. Все до конца провязываю лицевыми, кромочную провязываю изнаночной. По лицевой стороне мы будем делать прибавки в начале и в конце ряда, расширять мыс только по лицевой стороне. Так, провязали. Теперь лицевая сторона. Первую снимаем. Далее вяжу с прибавками, значит, считаю вместе с кромочной петлей. Провязываю 4 петли и делаю прибавку. Вяжем лицевыми петлями. Первая на спице, вторая, третья, четвертая. Провязала. Одну прибавила. Далее, не довязывая 4 петель, я сделаю одну прибавку. Продолжаю вязать лицевыми петлями. Осталось 4 петли у меня.
Опять одну прибавила. Провязываю оставшиеся 4 петли. Кромочную провязываю изнаночной. Провязала. Переходим на изнаночную сторону. Все петли провязываю лицевыми. Вяжем ряд до конца лицевыми. Довязали ряд до конца, изнаночную сторону. Переходим на лицевую сторону. Что у меня получилось? Вот такие 2 изнаночных дорожки. Теперь далее я вот нарисовала схему. Сейчас давайте я вам по схеме покажу, как я это буду вязать, чтобы было более понятнее. И далее я буду вязать ряд за рядом, пока не начнется повтор. Значит, так, вот так вот схему. Так, это я для себя здесь сделала записи. Смотрите, что мы сейчас сделали. Набрали вот 13 петель. Изнаночный ряд первый провязали лицевыми. Второй провязали мы с прибавкой. Опять изнаночный ряд провязали по узору без изменений. Вот здесь сейчас остановилась. Теперь далее 2 ряда будет у меня середина лицевой гладью. Крайняя вот эта вот полоса, она у меня будет проходить платочной вязкой. Все лицевыми петлями буду вязать. 4 петли вместе с кромочной, я считаю. И по лицевой стороне, и по изнаночной стороне буду вязать лицевыми петлями. Значит, кромочная и 3 петли лицевыми. Далее у меня идет одна прибавка, только в лицевых рядах. Вот. Расширяем, делаем по одной прибавке. Среднюю часть вяжу лицевыми петлями, по изнаночной стороне изнаночными и провязываю жаккард. Вот эти вот боковые стороны, платочная вязка и прибавки. Значит, вот так вот. Опять же, схема узора будет в сообществе, в записях на канале. В шапке профиля это можно посмотреть. Там фотографии и схемы размещаю. Можно сделать скриншот, остановить видео. Ну, а я продолжаю вязать. Значит, сейчас у нас получается 4-й ряд, лицевая сторона. Что мы делаем? Опять у нас идет одна прибавка. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да? Так, схему убираю. Так, 4-й ряд, лицевая сторона. Первую снимаю. 2-я, 3-я, 4-я провязала лицевыми. Далее делаем одну прибавку. Вяжем опять все лицевыми, пока не останется 4 петли на спице. И делаем одну прибавку. Так, 4 петли осталось. Одну прибавили. Провязываем 4 петли. 1, 2, 3 лицевых. И кромочную можно провязывать лицевую, я провязываю изнаночную кромочную. Так, провязали. Переходим теперь на изнаночную сторону. Здесь без изменений, но среднюю часть мы провязываем изнаночными петлями. Крайние 4 петли вместе с кромочной провязываем платочной вязкой, средние изнаночными петлями. Первую снимаем, 2-я, 3-я, 4-я провязали лицевыми. Далее вяжем изнаночными петлями. У нас должно быть 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот он, 9-й прибавка у нас была. Осталось 4 петли. 3 петли провязываю лицевыми. И кромочную провязываю изнаночной. Все. Вот начало положено. Далее уже будет легче. Перешли на лицевую сторону. Так, дальше что мы делаем? У нас лицевая сторона. Здесь у нас будет первая петля узора, поэтому белый цвет сразу подготовили. Вместе с добавками, с прибавками будет здесь 19 петель в этом ряду. Так, поехали вязать. Первую снимаю. 3 петли провязала лицевой, всего 4. Сделали одну прибавку.
Далее 4 петли лицевыми провязываем, темный цвет, основной, 1, 2, 3, 4, провязали, 1 белым, опять 4 петли провязываем лицевыми, осталось у нас 4 петли, которые мы вяжем платочной вязкой, перед ними мы делаем прибавку, расширяем мысок, пока у нас не будет 29 петель, у меня всего будет, если размер 36-37, расширьте до 27. Значит, все, теперь 4 петли мы провязываем лицевыми и по лицевой стороне, и по изнаночной. 3 петли, то есть провязала, и кромочная у меня изнаночная, хотя можно провязывать лицевой. Перешли на изнаночную сторону. Узор у нас будет по схеме меняться и по лицевой стороне, и по изнаночной стороне. Так, значит, далее изнаночная сторона. Первую сняли, 3 петли лицевых, 5 петель изнаночных, 1 петля белым, это второй ряд, здесь узор вот так вот проходит, добавок нет, 1 белым провязали, и далее симметрично у нас идет повтор. 1, 2, 3, 4, 5 петель изнаночных провязали, и осталось 4 петли, провязываем лицевыми петлями. Переходим на лицевую сторону, следующий ряд. Кромочную сняли, 3 петли лицевых, 1 прибавку сделали, 2 петли лицевых провязали, ой, 3 петли, 3. Вместе с прибавкой получилось у нас 4 петли, смотрите, 4 у нас петли в начале платочная вязка, и далее вместе с прибавкой у нас идет 4 петли. Далее начинается узор, опять у нас белый цвет, 1 петлю провязали белым, 1 основным цветом, 1 белым, 1 основным цветом, 1 белым. Вяжем точно по схеме. Все. Нити можно сразу, тут всего 2 нити, брать на палец и перебрасывать лево-право, но так как я видео снимаю и в схему смотрю и рассказываю, поэтому я уже перебрасываю вот в одном направлении, с-под низу перебрасываю нити. Значит, белый цвет закончили. Далее 4 петли провязываем лицевыми вместе с прибавкой. 3 петли лицевых и 1 прибавка. 1, 2, 3 лицевых провязали, 1 прибавили, осталось 4 петли, провязываем лицевыми, платочное вязание. Кромочную провязала, изнанку. Довязали ряд до конца, это у нас была лицевая сторона, 8 ряд, я ряды начала опять считать, что-то я пропустила. Переходим на изнаночную сторону. Так, теперь вяжем по изнанке, это получается 9 ряд по изнанке у нас. Изнаночная сторона у нас нечетные ряды, а по лицевой стороне у нас четные ряды. Первую снимаем, далее 3 петли мы опять провязываем лицевыми, так, 4 петли провязываем изнаночными, одна белым цветом, изнаночная, 3 петли темным цветом изнаночных, 1 белым цветом,
И далее все довязываем темным цветом до конца. Опять 4 петли у нас темным. Осталось 4 петли, провязываем лицевыми. Так, 9 ряд закончили. Переходим на лицевую сторону. 10 ряд. Поэтому вот это долго, конечно, диктовать ряды, но далее у нас будет повторяться симметрично. Я сейчас с вами провяжу, пока не закончатся прибавки. А далее уже будем вязать по схеме. Значит так, 10 ряд, поехали. Первую снимаем, опять 3 петли лицевых. Вместе с прибавкой 5 петель у нас будет лицевых. Одну прибавили, вторую провязали, третью провязали, четвертую провязали, пятая. 2 петли белых лицевыми. Одна основным темным цветом. И опять повторяем симметрично 2 белых. Точно так же, как мы вязали слева. 2 белых провязали. Далее 5 петель темным цветом лицевыми вместе с прибавкой провязываем 1, 2, 3, 4 и пятую мы прибавляем. Осталось 4 петли у нас в конце, мы их провязываем лицевыми платочной вязкой и по лицевой стороне, и по изнаночной стороне. Эти 4 петли, ну, я вместе с кромочной считаю, провязываем лицевыми. Так, 10 ряд закончили, перешли на изнаночную сторону. 11 ряд у нас получается. Вяжем. Первую сняли, 3 петли темным цветом лицевыми провязали. 6 петель изнаночных темным провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязали. 3 петли белым изнаночными провязываем, нити перебрасываем. 1, 2, 3 провязала. И опять у нас 6 петель темным цветом провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязали. И остается 4 петли. Провязываем 3 петли лицевыми и 1 кромочная. Так, провязали 11 ряд по изнанке, закончили. Переходим на лицевую сторону. Так, что у нас по лицевой стороне? 12 ряд отмечаю сразу. Продолжаем вязание, вяжем по схеме. Кому уже все понятно, можете смотреть схему, продолжать вязать по схеме. Опять первую сняла, 3 петли провязала лицевыми, все, 4 петли на спице. Далее вместе с прибавкой 5 лицевых петель, одну прибавили, 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель лицевых провязали темным цветом, 1 белым. Ох, забыла здесь по изнанке нить перебросить, поэтому вот, когда схему смотришь, то более понятнее. 1 белым, 2 темным, лицевые, 1 белым. Все, середина сейчас у нас вязание. Вторую половинку вяжем аналогично, как мы вязали вот правую, симметрично. То есть опять смотрите, что у нас было перед белой петлей. 2 темных провязываем, 2 петли лицевых темного цвета. Далее что у нас было? 1 белая. Провязываем 1 белую. И 5 петель темного цвета вместе с прибавкой лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4 петли провязали лицевой, и 5 у нас прибавка. Все. Осталось 4 петли, провязываем платочной вязкой. 3 петли провязала лицевой, и кромочную провязываю я изнаночной. Так, это у нас 12 ряд. Закончили, переходим на изнанку. Изнаночная сторона, 13 ряд. Опять у нас 4 петли, первую сняла, 3 петли провязала лицевыми. Далее 5 петель изнаночных.
провязали, темный цвет, 5 петель изнаночных, меняем цвет на белый, 2 петли белого цвета провязываем, 1, 2, провязали, далее 3 петли темного цвета провязали, 3 изнаночных темным провязали и опять 2 петли белым, темный цвет, 5 петель изнаночных темного цвета провязываем, 1, 2, 3, 4, 5. Осталось у нас 4 петли, провязываем их лицевыми петлями, 3 петли лицевые и кромочную провязали. Все. Провязали вместе с кромочной последние 4 петли. 13 ряд по изнанке закончен. Перешли на лицевую сторону. 14 ряд у нас. Так, что у нас здесь? Подождите, это у меня еще будет прибавка. Думала, уже конец. Значит, вяжем опять первую, снимаю. 3 петли провязываю лицевыми. Сделали одну прибавку. 3 петли лицевым темным провязали еще. Вместе с прибавкой получилось 4 лицевых петли. Далее 1 петля белого цвета. Провязали. 2 темным провязали. Лицевые петли идут у нас. 2 петли темного провязали. 2 белых провязали. И средняя центральная петля темного цвета провязали. Далее вторая половина у нас идет повтор симметрично. Опять 2 белых провязали. 2 лицевых белым цветом. 2 темно-синих, 2 основным цветом провязали. 1 белая провязали. Далее вяжем, пока не остается у нас 4 петли боковых на спице. 1, 2, 3 петли провязали, и 4 у нас прибавка. Добавили 1. Последние петли провязываем платочным вязанием. 1, 2, 3 петли лицевых и кромочная изнаночной. Это у нас был 14 ряд по лицевой стороне. Перешли на изнаночную сторону. 15 ряд. Вяжем по изнанке. Первую сняли. Основной цвет. 3 петли лицевыми провязали. Так, все, 4 петли на спице. Далее переходим на изнаночные петли. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали 8 изнаночных. Далее 1 белым. 1 темным основным цветом. Опять 1 белым. Темный цвет. Опять провязываем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изнаночных провязали. Осталось у нас 4 петли. Провязываем 3 лицевых и кромочная изнаночная. Это у нас 15 ряд был по изнанке. Дай бог не ошибиться нигде. Так, теперь переходим. Давайте, ну что тут у нас в схеме? Смотрите, 15 ряд отвязали. Значит, у нас сейчас получается лицевая сторона, 16 ряд. У меня будет последняя прибавка. Все, расширять далее не буду. Далее буду вязать все по узору. Значит, если у вас 36-37 размер, это получается 15 ряд, здесь 27 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И 1 посередине, 27 петель. Оставьте так тогда. А я прибавлю еще по 1, и у меня будет 29. Сейчас я довяжу до конца, тогда уже точно позамеряю ширину и длину. Значит,
делаю последнюю прибавку и продолжаю вязать по узору. Потом довяжем до середины, и далее все повторяется у нас точно так, как вязали внизу, симметрично, вторая половина. Значит, прибавки с вами все сделала. Сейчас делаю последнюю прибавку, 16 ряд вяжем. Так, опять первую снимаем, 3 петли провязываем лицевой, первую сняли, 1, 2, 3, провязали лицевой, 4 петли на спице, сделала я последнюю добавку, плюс 4 петли провязываю лицевой, 1, 2, 3, 4 провязала, теперь 1 белым, 1 основным цветом темным, 1 белым. Далее 5 петель провязываем темным цветом. 1, 2, 3. Здесь ниточку можно перебросить. 4, 5 петель провязала. Подтянули. И опять повтор. 1 белым, 1 темным, 1 белым. 1 белым, 1 темным, 1 белым. Далее 5 петель вместе с прибавкой провязываем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4 и 5-я прибавка. Вот так вот будем вязать весь мысок. Смотрим схему, прибавки мы все сделали. Далее вяжем без прибавок. Значит, переходим сейчас на изнаночную сторону. Это что у нас получается по изнанке? 17 ряд получается по изнаночной стороне. Так, провязываем. Опять первые 4 петли провязываем. Кромочную сняли. Изнанка. Вторая, третья, четвертая лицевой провязали. Далее 4 петли у нас изнаночных. Провязываем. 1, 2, 3, 4. Провязали. 2 белым. 1, 2. 1 темным основным. Изнаночные петли у нас идут. Это средняя часть. Опять 2 белым. 3 основным цветом провязали. Повтор. 2 белым. 1 темным. 2 белым. И 4 петли изнаночных темного цвета. 1, 2, 3, 4. Все, провязали. Последние 4 петли провязываем платочной вязкой кромочную, изнаночную. 4 осталось. Довязываем ряд до конца. 1, 2, 3, 4. Довязали 17 ряд по изнанке, закончили. Далее перешли на лицевую сторону, 18 ряд узора. Давайте еще раз пройдусь. Теперь уже мы вяжем без прибавок. Прибавки у нас закончились. Вяжем все по узору, по схеме. Первую снимаем. 3 петли провязываем лицевой платочной вязкой. Далее у нас идет 7 петель темного цвета. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. 3 петли белым. 1 темным. 3 белым. Далее темный цвет вяжем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Вяжем, пока у нас не останется 4 петли на спице. 4 петли мы провязываем лоточной вязкой, но в данном случае у меня тоже они лицевые идут. И по изнанке, и по лицевой стороне я провязываю их лицевыми. 4 петли провязала вместе с кромочной. Так, это у нас 18 ряд был по изнаночной стороне. Закончили. Перешли на изнаночную сторону. 19 ряд. Давайте еще вот немножко провяжу. Первую сняли. 3 петли лицевых. 4 петли темный цвет изнаночных. 1, 2, 3, 4. Провязали. 3 петли белым провязываем. 1 темным, 2 белым, 1 темным. Опять у нас повтор. 2 белым, 1 темным, 3 белым. Темный цвет опять. 4 петли изнаночных. Темным цветом провязали. Осталось 4 петли. Провязываем 3 петли лицевые и кромочная, изнаночная. Так, провязали. Лицевая сторона, 20 ряд. Продолжаем вязать по узору. Первую снимаем, вяжем ее теперь без прибавок, как я уже говорила. Все. 4 петли провязали лицевыми. Так, что у нас там дальше идет? 5 петель. Теперь лицевая гладь, это средняя часть. Провязываем 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 3 петли белым. 1 темным. 1 белым. 1 темным. Середина у нас. Вторая половина у нас идет симметричный повтор. Что у нас было перед темной петлей? 1 белая. Провязываем 1 белым. 1 темным. 3 петли белым. Опять перешли на темный цвет. Вяжем, пока не останется 4 петли. Должно быть у нас 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Все, среднюю часть провязали лицевой гладью. Теперь боковая часть у нас платочка. 4 петли мы провязываем лицевыми. Кромочную провязала изнаночная, хотя, как я уже говорила 2 раза, можно ее тоже провязывать лицевой. И по изнаночной стороне опять эти петли провязываем крайние лицевыми. Так, теперь что это у нас было? 20 ряд. Давайте вот 21 как раз к середине я сейчас довяжу. И там у нас уже далее будет идти повтор с самого начала, симметричный. Так, 21 ряд. Отвязываю изнаночную сторону. Чтобы не говорили, что до конца не провязала. Смотрите, совсем чуть-чуть, а, наверное, час времени ушло, потому что и лицевые, и изнаночные ряды провязывала на видео. Первую снимаю. 1, 2, 3 петли лицевые. Это 21 ряд по изнанке. Далее 2 петли изнаночных. Вяжем среднюю часть. 1 белым. 3 темным основным цветом изнаночные петли. 1, 2, 3. Провязали. 3 белым. 1 темным. 1 белым. 1 темным.
опять 3 белых. 3 изнаночных белым провязали. Основной цвет темный, 3 петли изнаночных опять провязали. 1 белым, 2 темным. Осталось 4 петли. 3 петли провязываю лицевыми и кромочная, изнаночная. Так, это у нас 21 ряд был. Перешли на лицевую сторону. Значит, теперь смотрите, где моя схема. Ой, камеру шатнула. Сейчас я опущу камеру. Так, вот схема, значит, где мы остановились сейчас. Был 21 ряд по изнаночной стороне. Следующая, вот середина. 22 ряд сейчас провязываем среднюю часть. И по изнанке следующий 23 ряд у нас начнется симметричный повтор. Все, что мы провязали вот до середины, все точно так же повторяем. Можно даже вязать без схемы. Смотрим просто вниз на наше вязание и точно так же провязываем. Ну, кто не может без схемы, значит, схема очень простая. Вот, далее продолжаем вязать. Значит, сейчас довяжем этот узор до конца. Машаллах, 22 ряда с вами провязала, 21. Довяжем до конца. После узора у меня еще 2 ряда будет лицевой гладью вот здесь. Потом я к вам вернусь, здесь закроем петли, потом пойдем вязать подошву. Значит, сейчас провязываем мыс. Я довяжу до конца, замерю в сантиметрах, как я уже говорила. Значит, провязываем мысок и встречаемся. Так вот положу его. Закончили вязать мысок. Значит, после узора, вот смотрите, я вернулась, последний ряд узора, вернулась по изнаночной стороне и еще провязала лицевой и изнаночный ряд. Закончила, вернулась, лицевой и изнаночный. Сейчас закрою петли. Так, закрываю петли. Так, первую сняла, одну провяжу, чтобы не уменьшалось количество. Теперь накинула предыдущую петлю. И далее буду по 2 петли провязывать вместе, закрывать. Сильно не затягивайте здесь. 2 петли вместе закрыли. Опять 2 петли провязываем вместе, закрыли. И так до конца закрываем. Закрыла петли. Теперь замеряю высота. Ну вот видите, у меня 11 сантиметров. Хотя в готовом виде мерила, 10 выходило, потому что он потом весь обвязывается. А в ширину, так, сейчас замерю после прибавок ширину. После прибавок ширина, ну вот, почти 10. Здесь уже развязался 10,5. Здесь 10, здесь 9 вообще, потом 10, 10,5 кверху. И в самом низу у меня 4 сантиметра. Так, все, замерили. Теперь далее продолжаю на спицах номер 2,5 вязать. Значит, сейчас по боковым сторонам и по переду мысу я наберу петли. Один раз всего лишь наберу и сразу перейду к подошве, чтобы просто привязываться было удобнее. Хотя можно сразу, конечно, было поднимать кромочную петлю, но я в этот раз решила вот таким способом сделать. Значит, первая петля, вот мы закрыли ряд на спице, сразу ввожу вот под первую вот дужка, первый ряд крючок, можно это спица делать, набрала. У меня по боковой стороне получилось 22 петли, 13 я наберу посередине. Если вы мысок начинали с 11 петель, то у вас будет 11 петель, ну и также 22 на второй стороне. Значит, сейчас набираем боковую сторону. Ой, не по 2 дужки, подождите, под 1 дужку. Я по привычке уже ввожу крючок между дужками, вот так вот, вот, и захватываю петлю. Не под 2, а за 1.
захватила, набрала. Подняла, захватила, набрала. Так, набираем петли. Набрала по боковой стороне, теперь перехожу на середину, набираю здесь 13 петель. Здесь тоже вот решила пройтись. Значит, здесь нужно влезть в самый уголок. Можно пересчитать сразу, чтобы у вас получилось 13 или 11, если вы набирали. Так, одна. Вторая. Третья. Четвертая. И так до конца набираю. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. И вот здесь обратно мы в самый угол 13 набираю. Теперь на этой стороне точно так же набираю 22 петли. Можно вот подушкам просчитать, чтобы у вас это все совпадало. Вот сразу первый ряд одну достала. И продолжаю набирать. Так, заканчиваем, набираем петли. Закончила набирать петли. Теперь подошву я начну вязать сейчас сразу с изнаночной стороны. Чтобы нить не обрезать, провязывать я не буду. Я просто эту нить переброшу через каждые 2 петли, проведу ее к началу подошвы. Первую сняла, вторую сняла. Вот наперед ее завела, перебросила, опять назад. 2 петли сняла, опять наперед завела, перебросила, опять назад ее. Так, перенесу все петли на спицу. Так, перенесла петли. Так, все, теперь подошву я буду вязать все лицевыми петлями. На спице у меня 13 петель. Сейчас я провязываю это все лицевыми. Все 13 петель до конца провязываю лицевыми. И последнюю в том числе. Ой, спица длинная, по столу шкребет. Так, последние 2 петли провязали. Перешли на лицевую сторону. Нить завела назад. Первую сняла. Вторую провязала. По лицевой стороне в начале и в конце ряда я буду делать по одной прибавке. Расширять подошву точно так же, как я делала вот впереди на мыске. Только здесь через 4 петли я расширяла, а здесь через 2 буду. Точно так же расширю, пока у меня не будет 29 петель. Если у вас было 27, значит до 27. 2 провязала, сделала одну прибавку. Далее провязываю все лицевыми, пока у меня на спице не останется 2 петли. Так, осталось 2 петли. Делаю опять одну прибавку. Провязываю одну лицевую и последнюю петлю. Соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе я буду провязывать лицевой петлей по лицевой стороне. Соединила. Изнаночная сторона вяжем без изменений. Все провязываем лицевыми. Первую петельку снимаю, нить перевела, провязываю все лицевыми и последнюю петлю буду соединять с петлей с боковой спицы. 2 вместе провяжу изнаночные. Так, довязала изнанку до последней петли и последнюю петлю
Соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе, провязала изнаночной. Перешли на лицевую сторону, продолжаем вязать подошву и расширять. Когда закончим расширение, далее будем просто соединять боковые петли по методу пятки. Первую снимаю, вторую провязала, одну добавила, далее вяжу все лицевыми, пока у меня не останется 2 петли на спице. Так, осталось 2 петельки у меня. Добавляем еще одну, провязали и соединяем 2 вместе, провязываем лицевой петлей по лицевой стороне. Разворачиваемся на изнаночную сторону, опять первую снимаю, все провязываем лицевыми и кромочные соединяем, а по лицевой стороне мы делаем прибавки, вяжем, расширяем. Я к вам вернусь. Закончила расширять подошву, 29 петель у меня на спице, вот последнюю добавку сейчас сделала в конце ряда. Значит, теперь что далее делаем? Продолжаем также вязать подошву, все платочной вязкой, лицевыми петлями. И точно так же соединяем боковые петли. Все, прибавок у нас нету. Довязываем до конца, пока не закончатся все петли на боковых спицах. Значит, по изнаночной стороне довязываю последние 2 петли, также соединяю изнаночной петлей. А по лицевой стороне мы вяжем 2 петли, соединяем лицевой петлей. Значит, вяжем, заканчиваем подошву сейчас. Так вот, прибавку провязали, предпоследнюю провязали и последняя. Соединяем последнюю петлю и петлю с боковой спицы. Все соединили, перешли на лицевую сторону, прибавок больше нет. Первую снимаем, все провязываем лицевыми и последнюю петлю соединяем с петлей с боковой спицы. Это у нас лицевая сторона, мы соединяем лицевой петлей. 2 вместе провязываем. Так, довязываем подошву, я к вам вернусь. Закончила я вязать подошву, соединила петли. Значит, вот у меня с правой стороны осталась одна незакрытая петля и одна с левой, да? Вот здесь я пришла сейчас в конец ряда. Я сейчас закрою эту петлю, наберу здесь петли, 11 петель я наберу с каждой стороны. Всего у меня будет 29, 11 и 11, 51 петля. И буду дальше вязать узором. Эту петлю я закрою, когда буду возвращаться обратно по изнаночной стороне. Значит, вяжу дальше. Так, закрываю последнюю петлю. Если размер маленький, 36-37, оставьте полотно 49 петель я бы оставила. Так, теперь смотрите. Значит, посередине у меня остается 7 петель. Вот одна у нас средняя. 1, 2, 3. 11 мне нужно набрать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот она, 11. Крючок ввела, захватила ниточку. Да, вот можно на эту же спицу продолжать. Набираю петли. 1, 2. По 2 дужки. Набираю 11 петель. Набрали 11 петель. Так, разворачиваюсь. И все, и набранные, и петли подошвы провязываю лицевыми. Первую петлю сниму. Далее провязываем полностью все петли лицевыми. До конца довяжем. Последнюю петлю я закрою, которая у меня осталась не закрытой. И наберу на второй стороне. Точно так же 11 петель. Довязываем. Так, довязала, закрыла последние петли. Теперь по лицевой стороне точно так же можно опять просчитать. Вот остались средняя, 1, 2, 3, отступила, посередине 7 петель остаются. Просчитываем 11 петель, чтобы у нас было.
ввела крючок, захватываю нить, набираю. Опять под 2 дужки ввела крючок, захватила нить, набрала. 1, 2, 3. Так, наберу 11 петель. Так, все, набрали петли. Далее я сразу начну вязать узор. Значит, узор двухцветный. 2 ряда провязываем белым цветом, 2 ряда синим, 2 ряда белым, 2 ряда синим. Ленивый жаккард. Значит, первый ряд. Сейчас сразу подвязываю белый цвет. Первый ряд у нас будет белым цветом. Первый, второй ряд белый цвет. Потом будем цвет менять. По лицевой стороне меняется цвет. Первую петлю я снимаю кромочную. Далее одну петлю опять снимаю. Вяжем 3 петли белым лицевые. Одну петлю снимаю, не провязывая, темного цвета. Все, так вяжем до конца ряда. 3 петли белым лицевые, одну сняли, не провязывая, нить за работой. Довязываем так до самого конца. 3 лицевые, одну сняли. Довязала ряд до конца, и в конце точно так же остается 3 лицевых белым, одну снимаю и кромочную провязываю изнаночной петлей. Первый ряд закончили, второй ряд изнаночная сторона. Белый цвет продолжаем вязать. Кромочную снимаем. Теперь снятую петлю темным цветом, которая у нас была, мы ее переснимаем, также не провязывая. 3 петли белых провязываем лицевыми. 3 лицевых провязали. Снятую петлю пересняли, не провязывая. Так, провязываем до конца ряда. 3 белых провязываем лицевыми. Снятую петлю пересняли. 3 петли лицевыми провязали белым. Снятую петлю пересняли. Вяжем до конца ряда. Довязала ряд до конца, кромочную провязала изнаночной. Переходим на лицевую сторону. Третий ряд узора у нас, да? Первый, второй, третий. Меняем цвет на темный. Все, 2 ряда белым, теперь 2 ряда будет темным у нас. Теперь как будем вязать дальше? Теперь мы будем вязать лицевыми петлями. 3 петли будем вязать синим. И вот эту вот среднюю петлю мы будем снимать, не провязывая. Среднюю снимаем, значит, здесь узор раздвигается. Вот первую сняли кромочную, перед ней 2 петли провязываем лицевыми. Среднюю белую переснимаем, не провязывая. Узор вяжется в шахматном порядке. Смотрите, видите? Вот эти звездочки в шахматном порядке. Так, одну опять сняли белую. Далее 3 петли провязываем темным. Среднюю белую переснимаем, не провязывая, нить за работой. Опять 3 петли темным. Одну переснимаем, не провязывая. И так до конца ряда. 3 петли темным. Среднюю белую пересняли, не провязывая. Вяжем до конца ряда. Закончили вязать третий ряд. Переходим на изнаночную сторону. Четвертый ряд узора. Продолжается у нас темный цвет. Все петли провязываем изнаночными. Кромочную сняли. Все полностью провязываем изнаночными. Вяжем изнаночными до конца. Довязали четвертый ряд по изнаночной стороне, перешли на лицевую сторону. Пятый ряд узора, значит, все, 4 ряда узора. Узор закончили. Начинаем все сначала, с первого ряда, только мы теперь вяжем в шахматном порядке. Вот эти вот 3 белых петли у нас вот должны быть вот здесь, в шахматном порядке. Вот 3 белых сейчас будет. Меняем опять цвет. 2 ряда синим провязали, опять у нас 2 ряда белым. Значит, вот эту вот петлю мы теперь переснимаем. 3 белым провязываем, одну переснимаем, смотрим,
какие петли здесь остаются. Их провязываем, потому что вначале здесь будет меняться. Так, 2 провязала белым, 1 переснимаем, темно-синюю пересняли, далее вяжем так, как вязали первый ряд. Опять 3 белым лицевыми, 1 петлю переснимаем, 3 белым провязали лицевыми, 1 сняли, не провязывая. И так до конца ряда. 3 белых лицевых провязали, 1 пересняли. И опять 3 белых лицевых, 1 пересняли. Провязываем до конца ряда. Еще раз один с вами пройдусь. Так, довязали этот ряд до конца. Это мы заново начали вязать узор. Перешли на изнаночную сторону. Опять повторяем второй ряд. Теперь получается у нас узора. Опять белые петли мы провязываем лицевыми. Снятые петли мы снимаем, не провязывая. Так, вначале у нас 2 белых было, провязали лицевой. Следующий темный цвет, мы ее переснимаем. Далее 3 белых провязываем лицевыми, провязали. Снятую петлю пересняли, не провязывая. Вяжем так до конца ряда. Перешли на лицевую сторону, продолжаем вязать. Перешли на синий цвет, на темный цвет. Это у нас получается 3-й ряд узора. Первую петлю снимаю. Опять все то же самое провязываем. Среднюю петлю мы снимаем, не провязывая. 3 петли темным цветом основным. 3 темным основным, 1 петлю снимаем. Остается у нас здесь 1 петля. Мы ее провязываем темным. Далее 3 петли провязали еще темным основным. Среднюю белую петлю переснимаем, не провязывая. Далее 3 петли лицевые темным цветом провязали. Белую пересняли, среднюю белую переснимаем. Так, вяжем до конца ряда. 3 лицевых темным цветом провязали. Среднюю белую пересняли, не провязывая. 1, 2, 3 петли провязали темным цветом. И 1 среднюю белую снимаем, не провязывая. Вяжем так до конца. Довязали ряд до конца, кромочную провязала изнаночной. Переходим на изнаночную сторону и последний 4-й ряд узора темным цветом. В 4-м ряду мы провязываем все петли изнаночными. Все. Следующий ряд переходим на белый цвет и начинаем все сначала вязать в шахматном порядке. Значит, провязываем все спицы изнаночными петлями. Вяжем так до конца. Перешли на лицевую сторону, опять меняем мы на белый цвет и продолжаем вязать узор опять в шахматном порядке. Белый цвет, смотрите, вот теперь нам в шахматном порядке 3 белых надо провязать. 1 петлю мы переснимаем, не провязывая. Здесь будет у нас 1 снятая. Кромочную снимаем. Следующая у нас получается снятая. Далее 3 петли белым. 3 лицевых белых провязали. Повтор с первого ряда, только же сдвигается узор. Далее следующая петля, темный цвет, мы ее переснимаем, не провязывая. Опять 3 белых. 1 сняли. 3 белых, 1 сняли. И далее повтор, как я вам показывала в самом начале. По изнаночной стороне снятые снимаем. Белые провязанные провязываем все лицевыми. Так, все, меняем, вяжем так в шахматном порядке. Значит, я провяжу таким узором до пятки. Сколько раз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Но у меня длина на 39 размер. Значит, на 38 на одну вот эту вот звездочку провяжем меньше. И на 37 тоже, наверное, на пару рядов еще провяжем меньше. Если считать вот по дужкам боковым, на 40 25 дужек, на 39 24 вот эти вот крайние
цепочка петельки, 24 на 38, 23. Вот так вот я считаю, ну это мои расчеты. Или же методом примерки. Я сейчас довяжу до пятки, опять же замерю это в сантиметрах. Пятую тоже буду вязать таким же узором. Значит, вяжем узором длину до пятки и встретимся. Провязала я длину до пятки. Значит, закончила. Вот у меня последний узор, 4-й ряд, 2 ряда темным цветом. Нити перевела к середине, к началу пятки. Пятку я буду вязать на средних 13 петлях. По 19 петель я взяла на боковые спицы и 13 по середине. Буду продолжать вязать таким же узором. Давайте я вот ширину еще хотите замеряю. Ну, вот 18,5, да? Вот еще растягивается. И до мыска 10, чуть-чуть больше. Теперь переходим, вяжем пятку, продолжаем вязать по узору. Значит, где я тут остановилась? Смотрите, смотрим. Это у нас опять первый ряд узора идет. Продолжаем вязать. Так, значит, здесь у нас будет одну снимаем. Вяжем в шахматном порядке. 3 петли белым сейчас, одну снимаем. 3 белым, одну снимаем. Так, первую петлю я сниму. Теперь далее белый цвет. 3 петли провязываем белым. Первый ряд у нас здесь идет. Одну снимаю, не провязывая. Все. Вяжем так до конца ряда. 3 белым лицевыми. Одну сняли, не провязывая. 3 белым провязала. Осталась последняя петля. Соединяю лицевой петлей с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю лицевой. Так, провязали. Развернулись на изнаночную сторону. По изнаночной стороне вяжем первую, снимаем. Теперь белые провязанные провязываем лицевыми. Снятую петлю мы здесь снимаем. Вяжем по узору второй ряд. Провязали 3 белых лицевых, провязали. Последняя петля. Закрываю с петлей с боковой спицы по изнанке, 2 вместе, соединяю изнаночной петлей. Соединили. Так, перешла на 2 спицы сразу я. Теперь меняем цвет. Перебрасываю нити. Теперь у нас синий цвет основной. Далее опять провязываем все по узору. Первую снимаю. Теперь у нас средняя петля должна быть снятая и 3 лицевых. Значит, первую провязываем лицевой, среднюю белую мы снимаем, не провязывая. Далее 3 петли темным цветом провязали лицевыми. Среднюю белую сняли, не провязывая. 1, 2, 3 петли провязала лицевой. Белую сняла, не провязывая. В конце у меня одна осталась синяя основным цветом. И последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе соединила лицевой петлей. Перешли на изнаночную сторону. По изнаночной стороне, это 4-й ряд, мы провязываем все изнаночными петлями. Провязываем 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 петля. Соединяем с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязала изнаночной. Все. Опять переходим на лицевую сторону. Цвет меняем. И узор начинается с самого начала. А, слетели петли. Продолжаем вязать в шахматном порядке. Первую сняла. Так, здесь вот средние теперь в шахматном порядке. 3 белых, 1 снятая и 1 петля остается. Провязываем ее белым
лицевой, снимаем одну петлю, далее 3 белых лицевых, все точно так же, как вязали все полотно. Одну снимаем, 3 белых, одну снимаем, осталась у нас предпоследняя вот одна петелька, мы ее провязываем белым цветом и кромочную соединяем лицевой петлей. Все. Значит, развернулись и по изнаночной стороне продолжаем вязать по узору. Снятые петли мы переснимаем, белые провязанные петли мы провязываем лицевыми. Это у нас второй ряд получается узора. Довязываем. Далее переходим на темный цвет и последние третий, четвертый ряд довязываем темным цветом. И опять у нас идет повтор сначала. Так, до середины довязали. Ой, до середины, до конца довязали. Все. Соединили кромочную петлю. Подтянули здесь. Продолжаем вязать пятку. Поменяли цвет на темный. Кромочную первую снимаем. Вяжем темным цветом теперь. Что у нас здесь получается? Первые 3 темным цветом. Среднюю белую снимаем, не провязывая. 3 петли темным лицевыми. Среднюю снимаем. Все, меняем местами. Вяжем в шахматном порядке. Заканчиваем пятку, соединяем все петли. Вяжем по узору. Закончим, закроем петли в последнем ряду. Я к вам вернусь и будем обвязывать вверх. Так, довязала я пятку до конца. Остался у меня последний ряд по изнаночной стороне. Довязываю, как раз вот совпало 4-й ряд синим цветом. И значит, в последнем ряду я закрою по 2 петельки, чтобы уменьшить количество петель по верху, чтобы верх не был сильно широким. Но если у вас маленький размер, то я думаю, этого делать не надо. Он и так будет, не будет сильно широким. Значит, сразу вот 2 петли провяжу вместе один раз. Далее довязываю до конца. И еще раз 2 петли вместе. Убавила. Так, довязали. Теперь здесь у меня 1 петля осталась, да? А здесь у меня 2 остались. Все эти 3 петли, 1 с пятки и 2 с боковой спицы. Я их вместе закрываю. Все. Теперь закрываем петли. По 2 петли вместе закрываем. Да что, не могу подхватить, но 2 петли провязали. Еще раз 2 петли провязали. Так, до конца. Так, осталось у меня здесь 2 петли и 1 с боковой спицы. Я также их закрою вместе. Только белым цветом сейчас сразу протяну. Так. Белым закрыла, все, закончили. Теперь что делаю дальше? Далее буду делать вот такую вот обвязку. Значит, наберу сейчас на 4 спицы по всему верху петли. У меня будет 64 петли. Первый ряд я набираю белым цветом. Первый ряд я провяжу весь ряд изнаночными. Далее я буду вязать все лицевыми петлями. Провяжу всего 13 рядов. И закрою потом. Это я последний ряд провязываю белым, но чтобы на видео было потом присоединение лучше видно. И чтобы здесь не сильно просвечивало. Первый ряд у меня был белым, поэтому я последний также белым провязываю. Вот так вот. И еще у меня есть такая фишка, значит, вот петель многовато, поэтому сейчас я при наборе буду некоторые петли пропускать, убавлять. И внутреннюю часть 6-го ряда, начиная с 6-го, 7-го, внутренняя часть, смотря сколько у вас петель будет, вторая половина, то есть, которая идет на внутреннюю часть, я провязываю спицами номер 2, на пол номера меньше. Эти у меня 2,5, а внутреннюю часть провязываю спицами номер 2. Тогда она вот такая вот кругленькая, закругленная получается.
лучшая посадка и выглядит лучше. Значит, спицы номер 2,5 взяли и набираем. Здесь спицы набирать неудобно, поэтому набираю крючком. Значит, вот у нас проходит, смотрите, вот белая, темная, белая, темная, белая, темная. И под каждой петлей по 2 дужки вводим крючок, захватываем и набрали. Потом вот петельку можно одну пропустить, можно просчитать по дужкам. Вот по каждой дужке просчитать приблизительно, сколько у вас будет петель. Если у вас получилось больше 65-67, например, то их можно убавить, потому что оптимальное количество петель наверх 60-64. Но если только нога не сильно, как сказать, широкая, да? Я вот 60-64 в этом радиусе, как сказать, вяжу. Если петель больше, то я немножечко здесь убавляю. Так, набираю. Захватила, набрала. Захватили, набрали. Что потом не убавлять, вот смотрите, сразу вот белую петельку мы по 2 дужки ввела, захватила. Следующая у нас синяя идет, да? Вот она синяя идет. Я ее просто пропустила. То есть на одну получается меньше. Опять с белой подтянули здесь. Оно ничего не заметно. И вот так вот я набираю. Считаем, чтобы на каждой стороне, допустим, здесь 24 или 22 петли, и здесь на этой стороне точно такое же количество петель было, чтобы потом эту обвязку нашу не перекосило в одну сторону. Значит, наберем петли. Первый ряд провязываем все изнаночными. Далее 13 рядов провязываем по кругу все лицевыми петлями. Так, набираем, вяжем. Набрали петли. И, как я уже говорила, первый ряд провязываем белым цветом все изнаночными. Довязала полностью ряд до конца изнаночными. И следующие 13 рядов я буду провязывать темным цветом лицевыми петлями. Решила вернуться, пройтись пару рядов, чтобы не возникало вопросов потом. Так, белым провязали изнаночными. Теперь нить перебросили, подняли темный цвет, вяжем лицевыми петлями. Все, продолжаем по кругу, вяжем. Если хотите сделать обвязка, чтобы была повыше, у меня вот 1,5 сантиметра, не 13-15 рядов можете провязать. Это уже по желанию. Значит, продолжаем делать обвязку. Провяжем желаемую высоту и встретимся. Провязала я высоту лицевой гладью 13 рядов. В сантиметрах это будет чуть больше 3,2, ну, ориентировочно 3-3,5. Теперь выворачиваем наизнанку следок наш, разравниваем вот эту всю обвязку. Я здесь уже немножко примонтировала. Теперь первая петля у нас на спице. Снимаю петлю со спицы. Вот проходят поперечные петельки белые. Это петли самого первого наборного ряда. Подхватываю одну петлю и подвязываю ее. Захватила ниточку, раз протянула и еще раз протянула. Сильно туго не затягивайте. Опять одну сняла. Петля в петлю идет здесь. Опять одну подхватила, вот. Захватила нить.
раз протянула и еще раз протянула. Итак, по одной присоединим все петли к слитку. И на этом будет все. Еще раз. Петлю сняли со спицы, одну подхватили и соединили. Все, соединяем так все петельки. А я на этом буду заканчивать. У меня сегодня все. Всем легких петелек, всем мира и добра. До новых встреч. Спасибо за просмотр.